And I collected the tracks from different musicians. Some are dead and some are living, but in my heart they all stay. And the idea of this сборник is the unification of beauty and uglity. Прекрасно and ugliness. Прекрасное и безобразное сочетание, потому что это как бы части одного, в общем-то, процесса, и если бы не было там света, не было бы тьмы там, да? Вот. И здесь многое, я думаю, тебе будет в первый раз ты услышишь, но я хотел обратить твое внимание на конкретно на трек номер 3. Это песня, которую мы записали с Женей Губерманом, барабанщик, покойным уже, к сожалению. И там многие музыканты принимали участие в этой записи песни. Это тот случай, когда я написал песню на английском языке. You see that Mike started with writing songs in English. Bob did it in his album, in the American album. And then it turned to this tradition in Russian rock that you have to speak your own language, you know. And singing in English was kind of respect to anglo-americanская музыка, rock, to classical rock. And but now a lot of young musicians, they started to sing in English. I mean Russian musicians, because I think because they are they trying to хотят быть услышанными там, да, и они надеются, что их могут услышать люди таким образом в других языках. То вот о чем то, что ты делала, ведь ты по сути дела ты сама переводила. Did you translate the Russian rock songs yourself in English? No, I had people translate them. I see. And then I would read their lyrics. You know, some of the songs that I rewrote English lyrics to some of Tsoy's songs, to some of Elisa's songs. Yes. I didn't really know what their Russian lyrics were. I was just so moved by the music that it gave me my own lyrics. I see. So at that time, I really didn't understand Russian very well. I see. For example, I met one of the early girlfriends of Mike, Tatiana Apraxina. She's living in America now as well, and she's publishing a magazine, Apraxin Blues. And her friend is translating lyrics of Mike into English now, and he did some already. So, you know, it's a kind of joke in conservatorium, like pupils, students, they have to compose something on the composition, and one student says to another, I don't know, I have no ideas what to compose. He said, oh, take your teacher's works and write it from the end to the beginning, backwards. I said, yeah, Chopin. So I tried, it's Chopin. Вот поэтому переводить, конечно, поэзию очень трудно. Вот. Но и я вот впервые попробовал написать песню на английском языке. Называется она «Weapon of Love». Вот, потому что у моей одной любимой певицы, зовут ее Шаде Аду, you know her, I suppose, у нее вышел альбом Soldier of Love. Вот. И я подумал, что если есть I'm a Soldier of Love, поет Шаде Аду, вот, я думал, что раз есть Soldier, значит должен быть и weapon у него какой-то. И вот я хотел бы подарить тебе этот диск. Спасибо. Вот, чтобы ты еще... В Америке еще слушают компакт-диски? Да, конечно, конечно. Спасибо, Маша. Вот. Александр, а тебе я хочу подарить вот последний экземпляр практически своей книги. Джоанна, я тебе не дарю, потому что он последний. Я бы тебе подарил обязательно. Но если Бог даст мне ее переиздать когда-то, а еще если Бог даст еще и на английский перевести, например, а также на немецкий, французский и китайский, вот, так или иначе, вот, просто, как сказать, в отличие от тех книг, которые ты упоминала, там, да, она отчасти автобиографична, отчасти все-таки она претендует на роман. Вот. Ну, так или иначе, я хочу подарить Алику в надежде, что
что он не только ее прочитает, может быть, даст тебе почитать, вот, но и, может быть, поможет мне ее переиздать. Алику Кану с любовью. Вот. 2019 СПБ. Вот. Дорогой. Буду читать с удовольствием, с интересом. Да. Your pants. Да? Тебе спасибо огромное за книгу. Это не преувеличение, а действительно. И интересно, что ты ограничила вот этим периодом с 1984 since till 1987. Да. Something like that. До свадьбы. До свадьбы. Включая? Да. Да. Including? Да, including. О. Потому что в своей книге я немножко тоже пишу о тебе, там есть упоминание о тебе, и об этой свадьбе, потому что, конечно, свадьба была, это было нечто феерическое. Тебе удалось устроить такой вообще фест. Пивоварова, по-моему, в гипсе тогда была Наташа. У нее, по-моему, была одна рука в гипсе из калибри. Да. Вот. Они что-то там с Марьяной, там Гребенщиков сидит такой, как в позе Байрона, что-то такое. Да. И ты в прекрасном таком платье, Юра во фраке, в общем, все такие замечательные. Котельников в камеру совал бутерброд с икрой, по-моему, там измазал дорогущую камеру, измазал этой икрой. Вот, но все смеялись, потому что было весело, действительно. Вот. Джоанна, я хотел бы вот попросить тебя произнести некое такое напутственное слово вот нынешним музыкантам, нашим русским музыкантам, молодым. Вот. Что-нибудь им пожелать. In English or Russian? Anyway, both. Okay. Both, if you please, just directly. That one. What? To this camera. To young Russian musicians. To young Russian musicians. There's nothing better than doing rock music. Just keep doing it. Давай, поехали. Прекрасно. Краткость сестра таланта. Точно говорят, что это. Brevity is the sister of Вот. Я знаю, что у тебя очень большой сейчас график, да? Ты ведь, я читал в интернете, что ты в других, в Софии, у тебя тоже презентация книги, нет? In Bulgaria. Bulgaria, Romania. Oh, no, I'm not doing a presentation there. Ever since my daughter was born, when she was 8, I started taking her to countries to show her the world. I see. So we have like a game, how many countries we can go to. Yeah. And so it's so far to me for me to fly to Russia that I want to make sure I can get 1 or 2 more countries. I see. So I'm going to Bucharest, I'm going to Romania, and then just one day in Bulgaria, and then home. I see. For no reason, just to walk. Yeah. I want to see where I want to go to Transylvania and see where the whole Vlad, the Impala, and Dracula came from. Да. Кстати, о Дракуле. На этом же диске есть translation of the song of Annie Lennox from Dracula, from Coppola's Dracula, the love song for the vampire. I took brevity to translate it into Russian and to sing. Алик, может быть, ты по-лондонски как-нибудь забежишь к Анне Леннокс в гости и скажешь, вот тут один музыкант из Петербурга ваши песни поет на русском языке. Вообще вот эта идея мультилингвистики, мне кажется, она очень актуальна. Как ты считаешь? Да, тоже интересно. Вот, потому что был такой интересный проект, где были представлены в одной фразе какой-то, ну, не такой, как там секс, драгс, рок-н-ролл там или там, вот, но какая-то фраза достаточно общая, которая была представлена на всех существующих языках мира вообще, да. Там что-то их такое. Ну, я видела на интернете, люди, дай меня, по-моему, я уже слышал 2 разные песни кино на разный язык. Я не помню где, но было 2 другой страны, где они поют на их язык кино. Поэтому это случилось уже. Замечательно. Вот. Хотел тебя еще очень спросить вот о чем. Когда вы записывали «Все это рок-н-ролл», вот этот «Все это рок-н-ролл», я делал передачу вот для одной из предыдущих передач, когда вот делал анонс нашей встречи, я поставил ее, заново прослушал, снова посмотрел видео. Да.
Вот. И это же песня Кинчева, да? Это Костя Кинчев, да, он тоже, Алиса. Скажи, пожалуйста, а вот когда вы записывали вот этот трек с Гариком Сукачевым, да, вот, там лично тебе уделены несколько таких слов знаковых. Ты произносишь. Одно это чем-то на Хиросима, да? Да. Хиросима, ну как представитель Америки там, да? Я так понимаю, что... Кто решил, что вот ты будешь именно это слово произносить? Ты знаешь, вот это время я тоже знала мало русский, и как я был на студии, они просто сказали, давайте делать это. Я даже не знал, что я пела, в принципе. Я просто, что они сказали мне делать, потому что для меня ничего лучше, чем быть один из группы мужчин. И я просто была довольна, что они спросили меня делать эту песню вместе. Вообще, надо сказать, что в русском роке женщин не так много. В англоамериканском значительно больше. Да. Вот, поэтому... И тебе еще там дали такое слово. Ну, а мы педерасты. Там вот это ты произнесла точно, я помню. Да. Тогда ведь... Faggots. Gay. Это было... It was the time when homosexuality was against the law in Russia. Right. Yes, till 1992, I suppose. Yeah. 91, something like that. I mean, that's another point I would like to ask you. What do you think of this famous triangle, sex, drugs and rock-н-ролл? С рок-н-роллом более-менее все понятно, там как бы, да. С сексом, ну, я тоже надеюсь, что тоже все, в общем-то. Но вот именно в контексте вот этого закона. Когда в Америке, кстати, был отменен закон этот? Against homosexuality. Decriminalized. I don't know, legally many years ago, but you know, there's been even maybe 15, 20 years ago in America where still people would call gay people bad words. There would be